Здравствуйте, с вами ваш электрик Владимир. Я расскажу, как найти короткое замыкание в квартире или доме, в распределительном щитке квартиры, в линии розеток, а также в осветительной линии квартиры. Итак, короткое замыкание, методика поиска. Как найти короткое замыкание мультиметром? Если выбил вводной автомат в щитке, с хлопком и искрами это еще не значит, что короткое замыкание в электрощите и находится. На выключенном вводном автомате измерим сопротивление между нулем и фазой на тех клеммах, к которым подключена нагрузка, то есть все остальные автоматы. Они при этом включены. Сопротивление около нуля, а на некоторых мультиметрах и писк. Это и есть короткое замыкание. Отключаем по одному все автоматы нагрузки. На этом автомате КЗ исчезла. Значит, именно в линии этого автомата короткое замыкание. С ней будем разбираться отдельно. Если после отключения всех автоматов нагрузки мультиметр показывает, что короткое замыкание осталось, значит оно находится прямо внутри электрощита. Нужно внимательно осмотреть фазный и нулевой провода в щитке, и короткое замыкание будет найдено. Как найти короткое замыкание в проводке, когда одна из линий в щитке показывает короткое замыкание, а провода этой линии, находящиеся в щитке, не имеют внешних повреждений и явных признаков КЗ, то искать короткое замыкание нужно в квартире. Пусть эта линия – это группа розеток, соединенных шлейфом. Первое, что нужно обязательно сделать, это отключить все электроприборы из розеток. Если короткого замыкания больше нет, значит неисправен один из отключенных только что электроприборов. Если КЗ осталось, то разъединим провода в одной из розеток середины шлейфа. Прозвоним каждую пару отдельно. Это не звонится. Значит, короткого замыкания нет от этой розетки до предыдущей и до щитка. Эта пара показывает короткое замыкание. Следовательно, короткое замыкание находится в той стороне, куда ведут эти провода. Если там еще много розеток, то можно также их разъединять и определять ту часть проводки, где осталось короткое замыкание в розетке. А если розеток мало, то можно последовательно открывать каждую розетку, пока не обнаружится короткое замыкание. Основной принцип состоит в разделении всей линии на части и определении той части, где осталось замыкание. Далее эту часть тоже можно разделять и прозванивать. Разобрались. Как найти КЗ мультиметром? Допустим, короткое замыкание в линии розеток, соединенных через распредкоробки. Необходимо убедиться, что провода этой линии, находящиеся в щитке, не имеют внешних повреждений и замыканий. Далее вынимаем все вилки электроприборов из всех розеток этой линии. Проверяем, осталось ли короткое замыкание в линии. Если не осталось, значит короткое замыкание в каком-то из отключенных только что электроприборов. Если короткое замыкание осталось, то раскрываем одну из средних распредкоробок, разъединяем все провода и прозваниваем каждую пару проводов. Короткое замыкание в этих проводах. Следовательно, замыкание находится в этой ветке. Аналогично прозванивая распредкоробки этой ветки, неизбежно придем к месту с неисправностью. Это будет либо короткое замыкание в розетке, либо в распредкоробке. Думаю, разобрались, как найти КЗ в проводке розеточной линии. Главный принцип заключается в разделении всей неисправной линии на части и определении неисправной части, а затем разделение неисправного участка на еще меньшие части, постепенно приближаясь к месту короткого замыкания. Как найти короткое замыкание в квартире? Если в электрощите
линия одного из автоматов показывает короткое замыкание в освещении, то визуально проверяем эту пару проводов внутри щитка на наличие повреждений изоляции и замыканий. Если повреждений нет, то переходим к проверке этой линии в квартире. Все выключатели этой линии выключаем. Проверяем всю линию мультиметром еще раз на наличие короткого замыкания. Если замыкания больше нет, значит короткое замыкание в линии одного из светильников. Вычислим этот светильник. По одному включаем выключатели и проверяем линию мультиметром. На каком мультиметр покажет короткое замыкание, тот светильник с замыканием. Если выкручивание всех лампочек из этого светильника не устранило короткое замыкание, то проблему нужно искать в распредкоробке, которая обычно находится над своим выключателем, о чем сейчас и расскажу. А если при отключенных всех выключателях мультиметр в щитке все равно показал короткое замыкание в линии, то короткое замыкание находится в проводах питания всех распредкоробок этой линии. Следовательно, тоже необходимо искать КЗ в распредкоробках. Итак, коробка. Сначала нужно осмотреть провода в коробке на наличие обгорелостей, нарушений изоляции и замыканий. Если ничего не выявили, то разъединяем провода. Прозваниваем каждую пару проводов. Короткое замыкание в проводе на светильник указывает, что неисправен либо светильник, либо линия к нему, либо место его подсоединения на потолке. Короткое замыкание на питающем проводе говорит о том, что КЗ находится либо в предыдущей распредкоробке или щитке, либо поврежден сам кабель. Думаю, что понятно, как найти короткое замыкание мультиметром в освещении путем прозвонки коробок, определения неисправного направления и поиска короткого замыкания там. Если видео вам понравилось, обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, следите за новыми видео и задавайте вопросы в комментариях. Спасибо, пока.